Всех приветствую на канале. Наконец мы добрались до моего, наверное, любимого объектива. Это Юпитер 9. Я думаю, что это мой самый любимый объектив, потому что основное направление все-таки в каком, может быть, не каждый день мне удается работать, снимать, жить в этом направлении, но все равно я себя позиционирую как кинематографист. И да уж несколько раз в год я точно снимаю что-то, так назову, любительское кинематографическое, потому что, профессионально это большие бюджеты, большие деньги, большие команды и так далее, большая техника, вы понимаете, большое кино. Здесь это все-таки любительщина, но можно достичь довольно неплохих результатов, оригинальных, интересных. Опять же, многие энтузиасты делают такое, что профессионалы такие: «О, я без денег это не сделаю». Вот вам обратная сторона монеты. Можно делать прикольные вещи. Поэтому, так как я снимаю кино, у меня все-таки съемка людей, актеров, персонажей – это номер один. А что у нас у актера самое важное? И его визитная карточка – это его крупный план. Это много раз показывал Юпитер 9, 59 год, 85 мм, вот у него 59 год, 59 год. Первые две цифры – это КМЗ. У него вот такое вот золотистое просветление. Я много раз показывал, буквально пару слов. Так как они сегодня герои видео, поэтому немножко о них поговорим. Вот это просветление, оно немножко более редкое, чем классическое малиновое. Есть у меня такое вот 57 года, я уже показывал. Здесь оно немножко более оранжевое, но тоже очень похоже. Один к одному покажу. Пожалуйста. То есть оно отличается от классического малинового, ярко-малинового, но то просветление тоже хорошее. У него нет стабилизации в нем, все делается, пожалуйста, ручками. Вообще это фотообъектив, и для съемки видео и кино он не приспособлен. Но это не важно. Мы это можем, значит можно. Есть определенные сложности, но через терник к звездам, как говорится. И один из самых таких минусов этого объектива, наверное, это все-таки его МДФ 1,15. Не скажу, что это совсем плохо. Не скажу. Но 1,15. Почему дальномерные встречаются на вторичке, на Авито, на Мишке, все-таки встречаются они дешевле и чаще? Как минимум потому, что они не подходят к зеркальным фотоаппаратам. Это дальномерная оптика. И еще один момент. Это фотообъективы. Поэтому они, никто не создавал их для того, чтобы в реальном времени нажали кнопку «Видео». Не было тогда видео, тогда только кинокамеры снимали видео. Не было такого, что тебе нужно было от одного объекта в фокусе перевести на другой. Такого не было. Плавность хода была не важна. Тебе важно было просто, то есть неважно, со скрипом, свистом, ты мог точно так же перевел фокус, навелся, все неважно, щелкнул. Дальше у тебя какой-то другой объект, ты на него просто выставился, тебе не надо в реальном времени переводить, как на видео идет работа фокусом. Поэтому за плавность и за удобность перенавода фокуса, перефокусировки с объекта на объект никто не беспокоился. Это фотообъектив. Что ж, я надеюсь, я не сильно долго выносил вам мозги. Просто хочется и поговорить, и поделиться впечатлениями, и поделиться опытом. И как-то и что-то у вас узнать интересненькое, потому что я знаю точно, все мы в разных местах живем. И у меня в регионе мало того, что нет кино, так еще и в принципе, то есть не только нет комьюнити кино, так и то, что снимают, это тихий ужас. Печальненько, конечно, но ничего. Будем популяризировать наших советских красавчиков дальше. Переходим к нашему герою. Юпитер 9. Поехали. Значит, что с ним не так? Сразу говорю, купил я его довольно давно. По-моему, в начале этого года, я точно не помню, неважно. Купил я его на Авито. Да, где-то в феврале, по-моему, я его купил. И цена его была без каких-то копеек 5000. Как-то так. Я на самом деле не очень доволен, потому что, с одной стороны, вроде как и недорого, но я видел точно такой же в лучшем состоянии за 4. Но я просто побоялся его взять, потому что мне сказали, что все в нем скрипит, хрустит, и он очень сильно желтит. Пожалел, что я не взял тогда за 4, взял за 5. Какие у него есть проблемы?
Первое. Это у нас, значит, навскидку 63 год. Да, это такой же дальномерный 2,85. У него дырочка 2, стандартный Юпитер 9, литкаринский. Вот у нас литкаринский. И, что самое интересное, у него, я гнался за этими линзами, они у него голубые. Здесь все-таки он уходит больше в лиловый, но это потому что от окна. На самом деле они у него, сейчас я покажу, они у него голубые. По сравнению с этим, совсем убитый передок. То есть вот носик у него прям серьезно ушатан. Кроме этого, какой-то гений, я так понимаю, молоточком простукивал. Из-за этого деформирована вот эта часть. Вот эта крышечка, она, ну, не, вот она не держится. Вот я сейчас делаю. Вот как-то так. Понятное дело, где-то, если ее там поиграть, вот, ну, в принципе, ничего. Ну, то есть она у него деформирована, какой-то гений мысли стучал. Кроме этого, здесь есть, сейчас покажу близко. Вот здесь у нас проломлено. Вот здесь проломлено сильно. Здесь был намертво полностью мертвый, я не знаю, пытался дня 3 его прокапывать бензином калошей растворительным. Здесь просто намертво прикипело, возможно, и был приклеен линзоблок. Сейчас он откручивается, но мне пришлось зажать его в тиски. По-другому просто не получалось. Я не знаю, возможно, кто-то с ним или его приклеил. Я видел, что некоторые вещи приклеивают. Такие-то части. Или так оно прикипело. Опять же, не понимаю, как так сильно могло. Ну да ладно. Ну, как бы то ни было, я его раскрутил. Вот, все работает, все хорошо. Откручивается. Но мне это стоило вот этой вмятины. Кроме этого, здесь деформирован вот этот. Не знаю, насколько сильно, я сейчас пойму. Оно не отсюда, хотя тоже не накручивается фильтр толком. Оно именно здесь. Кто-то молотком простукивал, или я не знаю. Как бы то ни было, 5000, ну, я недоволен. Это я всего лишь хочу сказать о том, что я точно так же рискую, обламываюсь, косячу. И поэтому я хочу поделиться опытом, чтобы меньше этого делали вы. Естественно, все это очень-очень туго крутится. На видео просто не показано. Я делаю усилия пальцами. Плюс я туда уже заливал бензина. Он просто, вообще мертвый был. Линзы с отпечатками внутри. Кто-то туда пальчиками залез, покажу. Вот она, замечательно. Это все изнутри. Вот, все видно. Но, хочу сказать, как бы то ни было, линзы в вполне приемлемом состоянии. Но, как я и говорю, сильно желтит. Что мы будем делать? Мы будем делать полную разборку этого объектива. Полную. С линзами, естественно. Потом я сделаю тесты. Вот по сравнению с этим. Я знаю, что он намного лучше. У него цветопередача намного-намного лучше. Но, по крайней мере, вы увидите. По факту литкаринский. Кто-то говорит, что этот лучше. Видел и такую статейку, что у него боке более интересная. Она у него косячная. Такая более непредсказуемая, но типа этим более уникальная. И у меня есть один интересный эксперимент. Значит, есть у меня вот такой красавчик. Покупали мне его и просто привозили в районе 2500. Я как увидел, думаю, вау, огонь. Значит, здесь-то линзы малиновые. Это переделка у нас, наверное, с Киева. И в чем фишка? У нее здесь, естественно, все крутится, это тоже плохо. То есть, в принципе, можно его накрутить на толстый переходник, вот с таким колечком, и будет оно работать. Но дело в том, что здесь, то есть, все равно его нужно разбирать в ноль. Вот здесь у него выкручивается геликоид целиком. А если я хочу геликоид посадить глубже, то выкручивается линзоблок. То есть, это какой-то пипец. Герметизация, у них и так нет, какая герметизация? А здесь это вообще пипец. Поэтому плюс, вот так я делаю, и у меня все полностью, весь перед крутится целиком, то есть сюда фильтр далеко и далеко не весь. Плюс никаких значений, то есть ни значений внятно нету, ни диафрагмы, ничего. Короче, самоделка, она работать будет, фокус, если я все туда правильно вставлю. А мне просто люди говорили, ты что, оно будет работать, типа люди переделывали. На данный момент оно не работает, потому что здесь вот выкручен геликоид. Слишком далеко задняя линза. Можно это сделать, но герметизация настолько плохая и качество и удобность настолько низкая, что зачем нужен этот объектив? Так вот, какая мысль? Кстати, скажите мне буквально один момент. Тут у нас тоже 60, литкаринский, 63 год. Почему здесь линзы малиновые с хорошей цветопередачей,
А здесь голубые. Вот если кто-то знает, подскажите мне, пожалуйста, потому что год полностью одинаковый. 63-й, литкаринский на обоих. Здесь линзы меняли? Или они могли быть в один год разные? Вот этот у меня вопрос, потому что здесь цветопередача у него хорошая. У него цветопередача на этих линзах почти такая же, вот как на этом. А здесь вы все увидите, очень сильно желтит. Я буду показывать ровно на тех же объектах, ровно на тех же людях. Постараюсь. Какой есть момент? Я попробую этот линзоблок выкрутить. Если мне совсем не зайдет вот эта вот история, я попробую выкрутить этот линзоблок и вставить его в этот объектив. Здесь убитый линзоблок у нас уйдет. Возможно, только вот это колечко оригинальное поставлю, если оно совпадет по винтикам. И из двух я соберу, сделаю себе два лучших. То есть у меня будет этот. И я соберу вот этот, который полноценный, не будет вот этих вот мутных крутилок, что у тебя там значений нету, диафрагмы, ничего нету, все внизу, ты не можешь, не понимаешь. И я соберу вот из этих двух один. Вот такая вот есть безумная идея, ну а почему нет, собрать себе два рабочих, как я и говорил, хотя бы два должно быть, мало ли, может, восьмерку нужно по-быстрому между двумя людьми вот так вот по диагонали бахнуть в две камеры. То есть два объектива, вот одинаковая оптика, одинаковая фокусная, два объектива, ну вот я считаю хотя бы один сломался, второй быстро схватил, погнал снимать. Давайте по классической схеме, как по мне самой верной и правильной, отделим узел геликоида, вот он, вот у нас все крутится, от узла, я это называю все вместе, линзоблока и диафрагма. Вот у нас диафрагма и здесь же линзоблок. Что мы делаем? Почти как во всех, практически во всех зонарах, особенно дальномерных, мы хватаемся одной рукой за вот эту часть механическую, другой хватаемся. Только аккуратно, вот не держитесь за вот это кольцо, потому что эти винтики маленькие можете где-то там повредить, вывернуть, загнуть, ну мало ли, они все равно, это все нежное, хлипкое. Можно схватиться вот за передний, вот сам хобот, где светофильтр, берем. Я уже, как я и говорил, сорвал, оно было намертво. Или приклеено, или затянуто, неважно. Мы просто берем, хватаем. И без прыжков, легким движением просто выкручиваем. Вот так. Полностью выкручиваем, вообще не беспокоимся, где у вас там что. Совпадет, не совпадет. Здесь все должно совпасть только на свои места. Нет вот этой многозаходной резьбы. Просто выкручиваем. Да, долго это возможно. Выкручиваем. Угу. И аккуратно. Здесь будет вот юстировочное кольцо. Его не теряем, его очень сложно будет найти, и плюс вот эти они могут там где-то не совпасть, и у вас значения не сойдутся. Все, это у нас узел диафрагмы линзоблока, его мы пока кидаем в сторону, забываем на время. Берем наш узел, вот он, довольно сложный, довольно многоэлементный, я бы так сказал, там 3 или 4 части между собой, их все нужно состыковать. Будем откручивать вначале кольцо фокуса. Вот эти наши винтики. 1, 2, 3. Выкручиваем их, выкручиваем полностью. Я всегда говорю, выкручиваем полностью, складываем в какую-нибудь вот баночку, коробочку, не теряем, потому что многие советчики говорят, вот ослабьте их, не выкручивайте полностью, вы идете потом мыть, а это все нужно промыть, и теряете их навсегда. Они такие маленькие, я даже вот здесь у себя на полу терял и больше не находил, хотя вроде бы невозможно посеять. Выкручиваем последний. Вот так его цепляем. Далее. Пока не беспокоимся. Точно так же, просто я потом покажу, как правильно его надеть. Мы берем и снимаем наше кольцо фокуса. Потом это будет у нас мыться. Бензин и калоши. Давайте мы внимательно посмотрим, где у нас есть какие-то метки. Или же их нету. Скорее всего, хотя бы какие-то от завода должны быть. Я считаю, что от завода все-таки делали метки. Мне как-то говорили, что нет, невозможно от завода. Ну как, там такие же люди были, особенно в те времена, в 60-е. Абсолютно такие же люди, и они точно так же ошибались. Вот посмотрите, вот здесь. Насверлено-то. Мне кажется, накосячили. Они вот здесь, вот. И они насверлили по два отверстия. Возможно, они, банально немножко прогадали. Здесь есть у нас метка, вот она. Если у вас ее нет, возьмите ее, пока вот вы этот винт не выкрутили, возьмите ее, поставьте. Пусть она у вас тут будет. Ее не будет видно, а зато потом у вас не будет проблем со сборкой. Вот у меня она стоит. Я запоминаю.
что у меня вот этот винт стопорной вот в него стукается. Вот. Я запоминаю, у меня винт вкручивается слева, вот, пожалуйста, слева от этой метки. Почему? Потому что, может быть, у меня вот где-то там с другой стороны, вот здесь, будет такое же отверстие, вот оно, пожалуйста, под еще один винт, но оно пустое. Но мне нужно поставить его точно вот сюда, этот винт. Двигаемся дальше. Что нам нужно сделать? Нам нужно открутить вот этот хвостовик. Вот он, хвостовик с резьбой. Здесь у нас есть один единственный, я больше не нашел. Один единственный винтик. Вот он. Его нужно открутить. Очень аккуратно налейте туда, капните бензин калоши, потому что можно его сорвать. Неизвестно, сколько лет назад его там откручивали, в каком он состоянии и так далее. Тем более я вижу, как-то немножко оно желтенькое, да? Может быть, даже там есть какая-то ржавчина, там какие-то окислы и так далее. Откручиваем аккуратно, вот он. И точно так же его кладем. Кстати, по поводу ногтей, вот ими удобно, если не сильно длинные, я их немного оставляю, вот как раз таки подцеплять. Эти винтики, это мне как-то типа, уже люди писали, что у тебя ногти. Но вот потому что это очень удобно. Запомните, этот винт такого же размера, как и предыдущий, вы не запутаетесь. То есть он такой же. Их будет у вас 4 одинаковых на данный момент. Теперь мы точно так же хватаем за хвостовик и аккуратно, точно так же по резьбе, он должен у нас начать... Вот он сорвался. Все. Мы его аккуратно, точно так же не беспокоимся здесь. Только в одном месте будет резьба заходить и фиксироваться вот винтиком. Поэтому мы не беспокоимся, мы выкручиваем и отправляем на мойку. Забываем, где у нас там что должно. Не накрутим ли мы это с какими-то косяками? Нет, не накрутите. Оно будет только в одном месте у нас становиться. И вот теперь у нас начинаются танцы с бубном. Давайте мы внимательно его осмотрим, потому что он собран правильно. Он сложный, вы сейчас все поймете. Так, не паникуем. Я уже разбирал, много раз пересобирал подобные, но потом все-таки понял, как это все сделать правильно. Вот что мы видим? Мы видим, что это кольцо, там где у нас крутится фокус. Давайте покажу. У меня уже все в смазке. Ну, неважно. Вот мы его максимально вправо, вот оно стукнулось, вот в этот винт. И что мы видим? Здесь у нас есть метки. Или запомните, если они у вас есть, или поставьте. То есть здесь у нас уже была метка, я о ней говорил, вот слева этот винт. И я вижу, что здесь точно так же есть эта метка. Видите, они одинаковые. То есть человек прям выставил, это одинаковые, то есть они должны совпасть, и это именно, ну, как пара. Дальше, вот в этом самом крайнем правом положении, вот мы стукнулись, вот этот винтик тоже, видите, максимально влево. Или же максимально внизу, если вот так посмотреть. То есть должен, когда вы все это будете собирать, если вы максимально уперлись, вот еще раз показываю, максимально вправо, вот оно встало, этот винтик должен быть вот максимально внизу, в самой-самой нижней позиции. Ну или же, если вам угодно так, максимально влево. Если вы его собрали, и он у вас, допустим, посередине, привожу примеры, значит вы собрали неправильно. Здесь мы запомнили. Далее, точно так же, вот в этом максимально крайнем положении вправо, вот туда. Вот оно уперлось здесь. Здесь, видите, уже другая. Здесь крестик и здесь крестик. Точно так же, сейчас я вот уберу смазку. Ладно уже. Сейчас вытру. И вот мы заметили, то есть это точно так же они должны совпасть между собой вот в этом месте, как я уже сказал, при вот этом положении, самом крайним вправо. Вот точно так же вот оно уперлось. И эти две вещи между собой. То есть вот эта пара между собой должны встать так же. Это запомнили. Здесь больше меток я пока не вижу. Значит, можно потихоньку разбирать. Выкручиваем наш этот первый стопорной винт. Вот он, который слева от меток. Если он у вас прикипел, точно так же прокапываем бензин калошу. Вот его выкручиваем. Угу. И его тоже пока в сторонку. Опять же запоминайте, потому что этот винт и вот эти винты по размеру могут немножко отличаться. У них если головки одинаковые, то сама ширина чуть-чуть может отличаться.
Теперь выкручиваем вот этот винт и вот этот. Это два винта, вот они у нас ходят по вот этим направляющим. Выкручиваем. Они, скорее всего, будут у нас одинаковые по размеру, но все же. Точно так же, если они у нас плохо выходят, такое может быть, мы прокапываем бензином калошей. Вот, еще один. Вместе их кидаем. Вот эти два, по-моему, полностью одинаковые. Так, что мы теперь делаем? Теперь мы берем и все. Вот оно, видите, они все между собой теперь начали ходить, гулять. Нам надо запомнить, да, что потом при сборке все равно так же. И мы берем, допустим, вначале выкручиваем вот эту часть. Все, она уже ничего ее не держит, никакие винты. Берем мы ее, выкручиваем. Так. Выкручиваем, выкручиваем. Все, встала на мойку. Потом будем беспокоиться, как ее собирать. А вот здесь я нашел подсказку. Вот смотрите, эту часть мы к ней еще пока не прикасались. То есть мы вот ту предыдущую выкрутили. Это я еще ничего не трогал. Видите, метка здесь, метка здесь. Я просто не помню, здесь резьба многозаходная, вот на этом, или нет. Уже и не помню. Давайте просто это берем, выкручиваем. И нам нужно внимательно запомнить, не спешить, внимательно запомнить, в каком месте она выйдет. Ну вот видите, эта смазка, она вся уже неадекватная, вон она все как липнет. Так, да. Смотрите, оно вышло вот на этих метках. То есть эти метки были сделаны. Если у вас нет, вот в этом же месте поставьте их. Если у вас нету, в этом месте оно вышло. Вот оно вышло. И в этом же месте, вот, чтобы они на одном уровне были, оно должно потом закрутиться. Может быть, это однозаходная резьба. Я просто уже не помню. Это нужно... Как это делается, если вы немного назад ее будете прощелкивать, она будет много раз щелкать. То есть это много вариантов, где она может зайти. Может быть, она все-таки многозаходная, ну, не хочу об этом пока думать. Вот запомните, оно вышло сейчас, и в том же месте вы должны это вот, ну, вот когда оно все будет помытое и смазанное, вы точно так же в этом же месте начинаете накручивать. Все. Не так уж оно и сложно. Ох. Это точно так же у нас на мойку. Итак, пошел тут полный пипец. Вообще невозможно ни за что взяться. Я не знаю, может быть уже и камера в смазке. Если вы хотите понять, насколько это жесть, посмотрите внимательно. Ну, то есть, это пипец. Что я сейчас сделал? Я вот заметил вот здесь, вот, метку. Что я сделал? Эту метку, значит, она была вот в положении примерно вот в таком. Вот в таком, допустим, я докрутил ее, закручиваю ее до самого упора. Вот видите, уже, да, посмотрите, да, что у меня на руках. Вот почему это не каждый может этим заниматься. Так вот, я докрутил до упора. И что я сделал? Я вот напротив этой метки поставил, просто вот нацарапал, вот, нацарапал отверткой до упора. Потом, когда мы будем ее, я еще не знаю, где ее сейчас выкручу, у меня это нужно мыть, иначе ничего не понятно. Но я запомнил, что в том, когда я буду собирать, если я соберу правильно и докручу до упора, то у меня вот эта вот метка с этой совпадут. Вот она маленькая. Я ее нацарапал прямо сейчас. Вот они у меня совпадут. Это будет, знаете, я просто дело в том, что даже уже не могу отвертку схватить. Ну, вон. И теперь что ее нужно? Нужно ее полностью выкрутить. Выкручиваем последние две части. Вот я говорил вам, что он действительно сложный. Может быть, я сейчас еще пойму, где он тут выкручивается. Тоже нужно следить, где оно выскочит. Внимательно, не спешить выкручивать, а понять, где оно здесь. Ну вот оно вышло, но опять же я не понимаю, как тут, где здесь есть какие-то метки. Понимаете, можно в том месте, где оно вышло, поставить метку поперечную вот здесь нацарапать. Попробуйте, кстати, как вариант. Нацарапать вот отверткой здесь, вот так вот царапнуть. И вот на этом обухе царапнуть. Например, можно так это делать. Можно это делать вот здесь, поцарапать, видно не будет. И вот здесь поцарапать, видно не будет. Вот так вот нацарапать отверточкой риски. Вот, ну на данный момент я, к сожалению, не могу понять, это жесть. Лучше бы она была просто высохшая в ноль.
Все, давайте вытаскивать, мыть. После этого я пойму. В любом случае, даже если я пересоберу неправильно, я потом соберу правильно и вам объясню. Все, это все моем бензином калошей. Ну, вот так оно выглядит в чистом виде. Здесь у нас 4 элемента, довольно сложный. Есть ли больше, я не знаю, я на данный момент не встречался. Ну, как бы то ни было, если опыта у тебя нет или очень мало, сломать себе мозг вот без проблем. Я покажу, как это максимально легко сделать, как мне кажется. Кроме того, те подсказки, какие я делал, они оказались, в общем-то, правильные, но можно сделать это еще проще. Давайте будем пробовать собирать. Берем вначале каких-нибудь 2 элемента. Есть там, где вообще легко. Давайте вот мы начнем. Вот эти элементы, где я говорил, у нас немножко сложновато. Вот они. Вы помните, я сказал вам, что вот меточка вот была. И маленькую меточку я сделал, вот она. Это то, что я... Фокус. Угу. Это то, что я сделал самостоятельно. Я не ошибся. Но здесь еще на данный момент еще проще. Мы видим, если у вас эта метка была, если нет, я говорил, чтобы вы сделали. У нас есть вот метка, и у нас есть наша вот эта большая главная метка, и это и есть тоже правильное положение. То есть, что нам нужно, это вот мы берем эту часть, эту, состыковываем вот примерно вот на вот этих вот 2 метках в уровень и пытаемся поймать резьбу. Давайте попробуем. Ну вот мы наконец накрутили. Тут надо просто немножко повозиться, вот зацепить эти между собой резьбы. Вот они. И давайте проверим. Вот мы в этом месте их свели. И теперь вот ищем нашу эту. Вот она. И видите то, что я вот сделал метку, они точно так же совпали. Вот правильное положение. Ну, то есть, по факту и здесь я сделал правильно подсказку. Ну и вот эти вот 2 между собой. Точно так же вот это. И сейчас вот она выйдет. И вот она. Вот. Ну, немножко она раньше выходит. Вот и все. То есть, давайте это будем пробовать смазывать. Значит, по поводу смазки. Я буду пытаться смазать этой. Ну, да, было бы неплохо, конечно, взять этот Ceatim 221F. Но у меня его нету, может быть, потом прикуплю. Какая здесь может быть сложность? Иногда между собой эти резьбы просто притираются очень сильно. Трут из-за этого, то есть даже там бывает, вот у меня, посмотрите видео, если у вас есть там, не видели время, возможность, так как я записываю не только для активной аудитории, а еще и для тех, кто вот, новый на канале. Юпитер 3 это видео одно из последних, и там в чем была проблема? Похожая система, тоже направляющие, тоже довольно много элементов геликоида, и там был окрашен изнутри, резьба была окрашена вот такой вот, краской. Только она была матовая, вот такая матовая, прямо на резьбе. И оно в итоге со временем сошла эта вся краска, и она забила витки, вот такие маленькие витки. И в итоге я там, не знаю, несколько часов просто их вот так вот продирал. Витки между собой смазывал, вымывал, смазывал ВД там жидкой смазкой, чтобы оно все, и вот пока я все не выскоблил, оно просто адекватно между собой не двигалось. Здесь я вижу, что все в порядке. Вот я вижу все в порядке, вот ходит хорошо резьба. Но если тут проблемы у вас вот с этой резьбой, с этими витками, вы хоть самую жидкую смазку туда налейте, она все равно будет плохо ходить, потому что между собой плохо, то есть там они забиты или алюминиевой стружкой, или краской, или еще каким-то там, не знаю, засохшей смазкой, да чем угодно. Чаще всего это алюминий, он хрупкий, и он просто крошится и трется, и между витков забивается просто спрессованным от вот этого трения алюминием. Если у вас есть Ceatim 221F, сразу пробуйте. Опять же, AC я не пробовал. Пробуйте наоборот, пишите ваши результаты. AC1, AC3, там нужно подобрать, там какая-то немножко погуще, другая полегче. AC3, по-моему, полегче. По вязкости обязательно скажите мне результаты, потому что, возможно, я вот благодаря вашему совету куплю на Озоне вот баночку смазки. То есть вот элементарно наношу, не буду показывать, уже много раз показывал. И тонким равномерным слоем смазали. И теперь ищем нашу вот эту приску и ищем нашу вторую. Вот она. И давайте пробовать состыковывать. Это дело, как я и говорил, может зайти сразу. А может нужно будет немножко поиграться. Сейчас. Вот.
Зашло. Давайте пробовать. Я угадал вообще или на один шаг промазал. Сейчас мы сразу поймем. По вот нашей этой части. Да. Вот я вышел. Все. Положение правильное. Теперь нужно это все дело разработать между собой. То есть вот так хорошенько погонять. Далее смазываем этот элемент. Здесь точно так же тонким слоем. И заходить он будет там, где это риска. И вот с этой. Точно так же здесь оно заходит. Пошло? Да, пошло. Закручиваем. Давайте пытаться закручивать до упора. Естественно, что это нужно все это разогнать вначале. Резьбу по виткам и все остальное. Так. Ну тут вроде как попроще ходит. Вот слышу какие-то скрипы. Вообще мне не очень по душе это. Вот смотрите. Тоже положение. Видите? Вот здесь оно до самого витка последнего, как я уже показал. И это заходит вот до упора. Все, вот оно почти уперлось. Ну, может быть, там какие-то там доли миллиметра, вот оно встало. То есть, если это выставить сюда, это у нас докрутится просто до конца. То есть, мы докручиваем вот здесь плотно к этой части. Все, закрутили. И вот мы до упора ее закрутили. И получается, вот берем там, где наша вот метка, немножко назад. И вот мы выходим на то положение, какое у нас и было. То есть вот здесь, там где эта метка, вот оно все вместе. И видите, положение получается у нас крайне влево. Ну или вниз, как вам угодно. Так, это у нас тоже зафиксировались. И осталось теперь у нас последний элемент геликоида между собой состыковать. Сейчас будем пробовать. Смазали последние у нас два элемента, этот с большим уже цельным. И начинаем точно так же мы начинаем искать. Как мы помним, что оно должно упереться вот сюда. Это будет правильное положение. Давайте искать. Наверное, уже нет, слишком тяжело. Сразу можно это, кстати, почувствовать, насколько тяжелый или легкий ход. Тоже, наверное, не угадал. Да, на один шаг я промазал. Близко, но нет. И давайте так попробуем. Вот кажется легче. И вот мы угадали. То есть чуть-чуть назад немножко. И вот мы вышли вот то ровно самое положение. И теперь это чуть-чуть вот так вот подровнять. И все. У нас все выставилось. И вот как можем мы прикинуть. У нас здесь все правильно. Если мы сейчас все винтики, помните то положение, я говорил максимально вправо. Вот так. Здесь все выставилось. Здесь. И вот у нас здесь. Здесь нужно немножечко, чуть-чуть вот. Чуть-чуть, вот, и все. Просто между собой, все вот эти элементики, немножечко между собой, вот так, выровнять. Давайте мы закрутим наши эти все винты, стопорные и по направляющим. Естественно, здесь точно так же вот эти вот пазы мы смазываем. Первый закрутили. Давайте это все дело немного разгоним. Вот мне уже не нравится, но я надеюсь, хоть будет приемлемо, я так скажу. Во-первых, мне не нравится звук. При этой смазке, вот при этой, этого звука нет, он настолько как, не знаете, витки обволакивает смазкой, и оно практически бесшумное становится. Здесь, даже если я понимаю, что оно мягенькое, все равно слышу этот, то есть я понимаю, что оно все смазано, я все равно слышу вот этот какой-то сухой такой, как звук трения, но она более легкая. Ну, давайте будем собирать, вот я, кстати, сейчас вот чувствую, лучше пошло. Итак, в конечном результате все здесь стоит на своих местах, все вот ровно так же, как я и сказал, все стоит, все смазано, вот все на своих местах, но есть одно но. Оно очень-очень туго идет, еще и как-то оно вот это, как будто не смазано, как будто по-сухому, хотя вон все, смазка везде есть. Если у тебя все в порядке с геликоидом, нигде там ничего не притирает, все в порядке, то нужно искать еще более легкую смазку. Вот и все. Ладно, давайте мы это соберем. Берем хвостовик наш. Ну, здесь как бы все понятно. То есть мы его просто банально вот так вот накручиваем. Ищем здесь, чтобы совпала наша дырочка
Хвостовик я закрутил, очень легко понять, полностью должен утопиться. Вот если его здесь нигде не торчит, пальцем попробовали. Вот я сделал меточку. То есть я там, не угадывал, я вот здесь вот царапнул. И я понял, что вот выставил отверстие, как бы, и точно знаю, что у меня там есть. Гнездышко закрутил. Осталось самое легкое. Это кольцо фокуса. Мы его крутим, и мы помним, я вам говорил, не беспокойтесь, а вот точно так же вправо до упора у нас стоит. Это у нас будет минимальная дистанция фокуса. То есть мы берем вот наши цифры, и мы берем и ищем самое малое значение. Вот 1,15. 1,15. Так, ищем нашу красную. Угу, выставляем. И дальше уже состыковываем по нашим дырочкам. Вот. Оно будет немножко дальше этого значения. Вот у нас вот. И у нас вот дырочки состыковываем. То есть у нас будет приблизительно... Давай. Вот так. Все полностью собрано. Здесь у нас даже полностью все вышло идеально по значениям. Какие-то доли миллиметра это могут быть. Никогда там на 100% идеально не было. И здесь точно так же чуть-чуть оно, видите, получается, заходит немножко дальше. То есть там, значит, по смазке, мне не очень она заходит, но давайте я дам ей какой-то шанс. Давайте сравним вот с этим объективом. Он собран, и точно так же, кстати, очень легко понять. Вот здесь мы выставляем вот сюда, и видим, что вот геликоид, внутренняя часть, едва на полмиллиметра торчит, видите, дальше хвостовика. Здесь смотрим, ровно точно так же. Он немножко, вот мы ногтем можем поддеть, торчит чуть-чуть дальше хвостовика. Вот где резьба. Это значит, что все собрано хорошо. Здесь, кстати, вот не так сильно шумит. Не помню, какая тут смазка, или обычный циатим, или я все-таки пересмазывал кастролом. Здесь вот вы сразу сейчас послушайте. Слышите, да? Вот как будто сухо. Вот это меня смущает, меня это напрягает. Потому что даже иногда перевод фокуса, и может быть какой-то левый звук, который тебе не нужен. Плюс туго. Я немножко поработаю, все-таки дам какой-то последний шанс этой смазки. Но не могу сказать, что смазка это мне заходит. Единственное, стоила она, конечно, совсем немного. И понимаете, это якобы у нас ГОСТ. Вот, ладно, как бы то ни было, у нас наша механическая часть геликоида полностью обслужена и собрана. В общем-то, не так уж сложно. Давайте переходить у нас вот к этой замечательной части. Что здесь нужно? Тут, понятно, мы снимаем юстировочное. Его точно так же нужно будет вымыть. И я еще ни разу его не разбирал. Будем как-то это делать вместе с вами. Что нужно сделать? Нам нужно снять вот это кольцо. Кольцо, которое банально, вот фактически вот этот винт у нас. И вот он ходит, вот он, кстати, он там проваливается, какое-то оно все раздолбанное тоже. Вот оно все. Ладно, он не в самом лучшем состоянии. Вот эти винтики, вообще о них забудьте. Это трогать не нужно. Это для того, чтобы, я уже много раз повторял, но все же, вот эту вот часть темную от серебристой еще на две части разделить, но, видимо, какая-то взаимозаменяемая, чтобы если ломалось, ты мог это раздеребанить и заменить одну часть, а не полностью все кольцо. Еще и вот такое сложное, с проточками. А так там, заменила одну из двух частей и годится. Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно просто банально для начала выкрутить вот этот винт. Выкрутили наш винт. Вот он будет такой длинненький. Вытягиваем. Вот я говорю, удобно мне ногтями. Вот он. Вот его в сторонку не потеряйте. Тоже он такой довольно уникальный, фиг найдешь. И что мы теперь делаем? Мы теперь берем, и это кольцо, оно уже здесь не сопротивляется нигде, не встает. Мы его берем и выкручиваем точно так же по резьбе. Потом я подскажу вам, опять же, не беспокоимся пока. Я подскажу вам, как это потом правильно на свое место ставить и так далее. Пока не будем этим напрягаться, забивать свою голову. Выкручиваем до конца. Здесь тоже у меня... Ой, как оно... Уставший объектив. Ну ладно, за счет возраста, конечно, сделаем скидку.
Все, снялось. Аккуратно снимаем. Как мы видим, здесь все у нас какие-то... Ладно, это мы потом почитаем, если это можно будет прочитать. Здесь точно так же все это нужно будет мыть. Все оно... Из-за этого оно такое все сухое, оно неадекватно крутится. Мы выкручиваем, так как я вам сказал, что мы будем это делать полностью, мы будем выкручивать задний линзоблок. Нам нужно схватиться просто за заднюю вот эту часть и ее выкрутить точно так же по резьбе. Давайте попробуем. Так, хватаемся, резких движений не надо делать. И вот он у нас пошел. Я думаю, что мы сейчас выкрутим задний линзоблок. Как я говорю, 100% я еще не разбирал его. Только смазывал там периодически геликоид. Выкручиваем линзоблок. Вот он. И аккуратно его в сторону. Теперь нам нужно будет выкрутить переднюю линзу, та, которая вот вся залапана изнутри, вон все в отпечатках. Эту изнутри нужно будет выкрутить. Что нам нужно сделать? Я это буду делать, скорее всего, не на камеру. Берем инструмент для разбора оптики. Берите, не жлобитесь, стоит 1000 рублей там или меньше на Алишке. И можно там и на Авито попробовать найти, там, и даже там, возможно, на Озоне уже продают. И вот выкручиваем это переднее кольцо, вот у нас пазы, и аккуратно вытаскиваем эту линзу. Я, чтобы не вписаться в эту линзу инструментом, буду это делать не на камеру, все вам покажу. Оно у нас двинулось очень легко. Ну, я говорю, туда кто-то залазил, очень аккуратно. И я надеюсь, резьба не смятая. И оно выйдет. Вроде выходит. Как я и говорю, здесь, ну, лучше я это покажу немножко далеко. Зато не воткну инструмент, потому что линза, да, оно желтит, но, слушайте, все равно пригодится. Опять же, на камере баланс белого там подергать и, ну, все в порядке. Так, есть. Это у нас в сторону. Тоже можно будет промыть. И что мы делаем? Скорее всего, сейчас эта передняя линза у нас выпадет. Аккуратно ее. Сейчас, да? Похоже, что да. Аккуратно. Да. Передняя линза у нас. Просто ее аккуратненько. Мы эти линзы, естественно, будем чистить. Я давненько этим не занимался. Именно прям чисткой линз. Ну, как-то так вот объективы попадались, где я или там глубоко не залазил в оптический блок. Поэтому будем мыть. Здесь прям залапано. Люди вытащили, ну, обосрались и продали. Ладно. Так, запоминаем. Она выпуклая наружу. Также нужно будет засунуть. Далее. Выкручиваем вот этот маленький винт. Потому что дальше я уже не совсем понимаю, где, я думал, здесь будет еще внутреннее колечко с резьбой, которое держит именно внутренний линзоблок. Пока я этого не вижу, давайте открутим вот здесь. Посмотрим, скорее всего, здесь какое-то кольцо должно освободиться. Повторюсь, вместе с вами разбираю в первый раз. Давайте, здесь аккуратно, я вижу, оно в плохом состоянии. Если что, прокапните бензин калош. У меня он пошел. Значит, после того, как мы здесь выкрутили, мы берем, хватаемся аккуратно за эту переднюю часть, не сминаем резьбу, и вот переднее кольцо выкручиваем. И аккуратно его по резьбе выкручиваем. И вот здесь мы аккуратно выкручиваем. И вот у нас, да, выходит это все. Здесь вот такая же история, как уже была, ужас какой-то. Это все на мойку. Здесь у нас пусто. Да, осталась только диафрагма. Это, кстати, все целиком можно мыть спокойно. Вот, посмотрите внимательно. Такого какой-то жидкухи на линзах, рядом с линзами, конденсат этот вот пойдет, и все, такого быть не должно. Как выкрутить? Я уже вижу. Здесь у нас вот пазы. Выкручиваем колечко. Вот это. Которое, кстати, я вижу, что криво закручено, да? Кто-то хорошенько там полазил, мне так кажется. Видите? Криво. Здесь меньше, а здесь больше. Ну ладно. Аккуратно выкручиваем вот это кольцо и вытаскиваем нашу последнюю крупную линзу. Вот оно, точно так же в сторонку. И мое мнение, что эта линза, сейчас единственное не буду тоже рисковать, должна выйти вот сюда. Да? Да. Все. Линзоблок у нас полностью
разобран. Эта линза тоже будет. Все в ней в порядке. Ну, тоже вон куча. Ну, хорошо, хоть это у нас чернение в порядке. Такой геморрой. Ну, он куча смазки по бокам. Так, эту линзу точно так же нужно будет потом оттирать. Линзоблок у нас, как вы видели, разобран. Это все у нас идет в мойку, вся эта грязь. Линзы отдельно потом, ну, я буду заниматься, не знаю, на камеру или нет. Я уже показывал, у меня есть микрофибра, довольно неплохая. Естественно, все это стирается после каждого объектива, в стирку уходит. И я просто жидкостью для оптики пользуюсь. Вот и все. Ну, думаю, покажу. Идем вот это все мыть. Все готово для сборки. Мне даже удалось вот здесь вот повыравнивать вот то, что я думал, что я полностью выломал. На деле это как бы, ну, просто промято было. Здесь я на круглой заготовке взял на тиски вот так, просто зажал кругляк. Вот здесь аккуратненько вот так поставил. И резиновой киянкой простучал. И мне удалось это выровнять. Я уж думал, как бы совсем оно убитое, но нет, все в порядке. Здесь у нас все более-менее сухое, матовое. И, в принципе, оно все вымыто. Единственное, конечно, есть проблемы по линзам. Здесь у них чернение ушло. Я сделал, вот прям вообще видно плохо. Это я еще буду дополнительно протирать. Я протер, но пальцами касаюсь. Понятное дело, все это нужно стараться или перчатками, или хотя бы какими-то салфетками. Ну, я это буду еще дополнительно делать. Мне самое важное показать, как это собирать вам. И оставить ту же памятку себе, если я через полгода уже все забуду и буду возвращаться к этой сборке. Но я считаю, что нужно постоянно ошибки свои исправлять. И я переделываю многие смазки, пересмазываю, переразбираю те объективы, которые год назад, 2 года назад разбирал. Какие-то дополнительные эксперименты. Здесь видно, прям притом я сделал слой. И вот, то есть вроде здесь не видно. А вот с этой стороны будет видно, то есть под углом. Ну, ладно, поглядим на результаты. Возможно, я потом, не знаю, или возьму какой-нибудь матовый маркер, или, может быть, мне удастся найти краску акриловую. Это акриловая краска, самая обыкновенная. В магазине Констабаров я взял. Может быть, мне удастся найти маркер, который карандашом. Краска акриловая, я аккуратно карандашом это все замажу. На данный момент я попытался сделать слой. Ну, профессионалы это каким-то там аэрозолем делают, или каким-то там пантографом, или панограф, как он там правильно. Аэрографом, то есть вот это все аккуратненько там задувают. Я же попробовал сделать, это я первый раз сделал, немножко вот ватной палочкой. Вот под углом здесь все в порядке, а здесь почему-то плохо. Ну, да ладно, давайте пробовать. Собирать, возможно, во-первых, я думаю, вряд ли хуже сделал, потому что она прям вся облезла по бокам. По поводу сразу юстировки линз. Я без понятия, что это такое. Я любитель, давайте вот эти всякие умные, просто эти пугающие вопросы на ютубе и на форумах. А ты делал юстировку линз? Ну, вообще линзы нужно вставить, как по мне, на свои места. Если ты их не поставишь на свои места, конечно, у тебя будут проблемы с фокусом, с резкостью и дополнительные какие-то проблемы. Вот, если ты не поставил. Если ты поставил все на свои места, все затянул, у меня проблем вот с так называемой юстировкой линз волшебная, вот это вот ужасно все звучит, очень-очень страшно. У меня не было таких проблем. Поэтому я не понимаю. Ну, я вот любитель, извините меня, я любитель, я не знаю, что такое юстировка линз. Я знаю, что есть юстировка линзоблока, это вот, ну, кольцо, вот это прокладочное. Тут все понятно. Но линзы я ставлю на свои места, у меня проблем нету. Поэтому я не могу вам ответить, что такое юстировка линз, как это все делается. Все нужно поставить на свои места. Вот. Поэтому давайте пробовать все ставить на свои места. Естественно, перед этим я вот здесь все продуваю грушей. Я не достигну никаких там условий лабораторной чистоты. У меня частный дом 50-х годов, здесь бесконечная пыль, ушел, на следующий день уже пыль. Там, допустим, вот я вчера бросил съемку, я уже занимаюсь этим там 2-й или 3-й день, ну, частями. И бросил съемку, у тебя все опять пыль. Бросил съемку, у тебя опять пыль. То есть невозможно без пыли, поэтому я уже, ну, стараюсь не болеть перфекционизмом. Какая-то пыль, если она будет, она уже, ну, не создаст таких безумных проблем. Ремарка, если вам нужно разобрать еще глубже задний линзоблок, вот, внутреннее кольцо вытаскиваете, оно разбирается. У меня оно более-менее в порядке, чтобы лишнюю пыль не забивать.
я его целиком. То есть я его почистил, меня устраивает чистота, внутри нет грибка, нету плесени, поэтому давайте его закручивать. И я вам советую, если есть возможность туда не залазить, то точно так же не залазьте, вы туда просто засунете кучу пыли, и потом эта пыль останется. Если вы перфекционист, ну, будете потом плеваться. Я не сильно перфекционист. Вот так затягиваем просто аккуратно ручками до упора. Все. Берем нашу часть, аккуратно вставляем туда еще одну часть линзоблока. Берем аккуратно все это туда просовываем. Так, смотрим, чтобы оно все плотно стало, повторюсь. Все здесь должно быть на своих местах. Оно, понимаете, оно уже, ну, не может оно двинуться вперед и назад, там нет такого. Ты берешь, вот все, оно дальше, ну, не пойдет никуда. Подумайте сами, оно входит как, ну, в такое некое гнездо. И оно не может уже дальше двинуться. Тебе нужно только затянуть вот это вот колечко. Ну, то есть, что такое юстировка линз? Они там как? Ну, туда-сюда на сантиметр ходят в каких-то пазах, или что это означает? Вот меня это, ну, честно, немножко бесит аж. Берем и затягиваем здесь кольцом. Закрутили наше колечко. Не знаю, мне до конца не закручивается, я боюсь его выломать, оно крайне хрупкое. Не заходит до конца, но вроде как придавил. И я вижу, что оно вот более-менее ровно. Вначале оно у меня было накручено с перекосом. Кто-то, видимо, затянул через задницу. Давайте теперь точно так же аккуратно все это продуваем. Хотя бы, ну, насколько можем. Просто их соединяем. Смятая здесь была резьба. И вот оно пошло-поехало. Затянули. И теперь нам нужно будет вкрутить, затянуть, я думаю, немножко сильнее. И вкрутить здесь винтик, который вот фиксирует, чтобы оно между собой не откручивалось. Закрутили. И теперь нашу последнюю линзу аккуратно вставляем спереди. Естественно, что перед этим тоже продуваем, насколько только это можно. Есть у меня такая цель, то есть я уже это объяснил. Я как увидел, допустим, что линзоблок, он чернение потерял, я уже немножко так думаю, печально. Почему? Я не хочу заниматься, сейчас возьму переднюю линзу самую, я не хочу заниматься так называемым моддингом, улучшениями, вот этими всеми делами. Я просто пока не хочу этим заниматься. Это, во-первых, должны быть объективы, которые не жалко. Во-вторых, оно может не получиться, плюс нужны какие-то приспособы, то есть всевозможные улучшайки, улучшения, моддинги и так далее. Вот так берем и аккуратно ее вставляем. Я для начала хочу и для себя, и для вас создать некую базу. Здесь, кстати, есть, да, спереди одна крупная царапина, вот она, вот ее видно. Но, как бы то ни было, линзы в неплохом состоянии. Так вот, я хочу, кстати, вот здесь видно, да, все-таки что-то она такое голубое-голубое. Я хочу создать некую базу, основу так, как, вот, допустим, они собираются с завода. То есть без всяких улучшаек там, вытаскиваний стопорных винтов, вот этих всех приколов, которые у нас вот блогеры этим занимаются. Приколюшечки, там заднюю линзу переворачивают, дичь это. Давайте мы для начала основу поймем, а после этого, вот, ну не знаю, этот объектив я не буду его модить, может быть когда-то и сделаю качественную, ну, чернение линз, пересмажу, но, то есть ошибки нужно за собой исправлять, я вот такого мнения. Все, стала линза. Вот, но для начала давайте мы создадим какую-то вот основу, то есть эти там 10, 20, 30 видео, где вот от завода будем собирать, а там уже будет видно. Так, ну что ж, у нас осталось только вот это кольцо, аккуратно его ставим и затягиваем инструментом нашим. Аккуратно, я это буду делать, скорее всего, уже не на камеру, ну чтобы не повредить. Затянули это у нас кольцо титульное. Вот у нас крупная царапина, а все остальное вполне неплохо. Ну, тут немножко, понятное дело, нужно будет потом протереть. Точно так же, вот финально уже. Что мы делаем дальше? Мы смазываем вот это наше кольцо, и я покажу, как его выставлять. Смазывать мы будем тонким слоем вот здесь. Это нужно для того, чтобы это кольцо ходило очень плавно. А нам нужно, чтобы оно ходило плавно. Смазали тонким слоем и обязательно смажьте вот эту резьбу, потому что по ней ходит это кольцо.
по этой резьбе. И оно именно поэтому должно ходить максимально плавно, смазанная резьба. А здесь точно так же, оно будет здесь вот тереть, где-то что-то, где-то соприкасаться, вот изнутри будут все эти части. Поэтому ну, я это все смазываю, хотя бы вот здесь. Тонким слоем, ну, сильно толстым не надо. И берем теперь, опять же, пока не беспокоимся, начинаем накручивать эту резьбу. Накручиваем ее до упора. И вот я уже чувствую, что оно плавненько накручивается. Все накручиваем до конца. Давайте. До самого-самого упора. Там разберемся уже. Так, вот все. Все, стукнулось. Теперь ищем нашу красную точку. Ищем нашу красную точку. Вот у нас наша красная точка. И что теперь нужно? Мы видим, что у нас диафрагма закрытая. То есть она у нас сейчас вот закрытая. Значит, она у нас стоит на положении 22. Выставили на наше максимально закрытое значение. Понятное дело, мы сейчас немножко подвинем это все дело. И теперь ищем вот эту проточку. Вот она. Немножко плоховато видно. И здесь вот у нас будет отверстие под этот винтик. Мы берем его сюда, вкручиваем. Закрутили наш винтик. Вот. И теперь, пожалуйста, все ходит. Может быть, немножко больше смазки, если вы хотите, чтобы оно вот бесшумное совсем было. Здесь вот у меня немного, но опять же, нужно разработать. Немного больше смазки на резьбу можно добавить. Оно ходит по резьбе и двигает этот винтик. Открытое, закрытое, открытое, закрытое. Берем дальше, смотрим, все по значениям ли у нас правильно. 22, 2, 22, 2. Все. То есть, какой здесь смысл? Вы закручиваете это кольцо точно так же до самого упора, я уже показывал, прямо вот до самого-самого-самого по резьбе. И потом немножко назад. Ну что, мы накидываем наше юстировочное колечко. Вот так. И давайте пробовать состыковать наш замечательный объектив. И узнаем, получилось ли у нас это или нет. Берем и точно так же накручиваем, как это с самого начала и было. Так. И теперь нам нужно вот эту красную точку, ну, дотянуть вот до этой. Может быть, я, кстати, не буду совсем до конца дотягивать, немножко оставлю. То есть это просто нужно сейчас взять и вот так вот элементарным образом, ну, тянуть, и вот оно выйдет вот на это значение. По поводу вот этой щели. Сейчас она стала больше. Объясняю сразу, это всего лишь из-за того, что вот это кольцо я закрутил максимально вот к передней линзе. Если вы хотите, ну то есть вас смущает вот это вот кольцо, оно у всех по-разному. Все, что нужно сделать, это вот кольцо, ну вот открутить это колечко и один полный оборот сделать назад, и оно будет тогда вот туда сильнее. И эта щель будет меньше. Я же это кольцо максимально до упора закрутил, получается, вот в эту сторону, туда. Вот как бы, ну, и вся схема. То есть я считаю, ну, если, не знаю, если меня будет смущать, то я возьму это кольцо, откручу вот тот винтик и его на 1 или 2 оборота и уберу вот эту щель. Ну, как я и говорю, герметичности в этом объективе в принципе нету, это не те объективы. Поэтому, ну, будет туда пыль, она и так будет туда забиваться. Как бы то ни было. Потом возьмем через полгода-год пересмажем. Здесь я тоже пока не буду. Почему оно здесь не совпадает? Нужно очень сильно затянуть. Я не хочу. Он такое у него состояние, ну, не вау. Меня немножко смущает. А почему до этого закручивалось типа в уровень? Потому что не было вот этих всех смазок, высохшая смазка, все прикипевшее было и так далее. Кстати, вот это кольцо, оно никак не влияет там лучше. То есть они должны это просто затянуть сильнее, вот это значение, чтобы оно вышло. Но у меня оно и так почти на одном уровне. Меня эти 2 мм не смущают. Если нужно будет, я возьму, ну немножко, чуть-чуть еще затяну. Но прям очень сильно затягивать, ну просто не хочу, оно подубитое. Оно прям подуставшее. Наш объектив у нас собран. Кстати, не так уж плохо он на этом циатиме и крутится. Действительно, возможно, не так уж и плохо. Смазку найду лучше, пересмажу. Ну что ж,
Мне кажется, нужно будет делать какие-то тесты. Лыткаринский. Полностью один в один настройки. Тот же фильтр я перекрутил. Фильтр ND у нас градиентный, фирма Raylab. То есть, как по мне, вполне неплохой, не топовый, но и не делает какую-то кашу из кадра, как дешмань китайская там, или Фуджими какой-нибудь говнище. Raylab контора вполне себе человеческая. Фильтр тот же, один в один, 5600 Кельвин. Понятное дело, выдержка 1,5, все выключено, и диафрагма у нас 2. Вот так у нас рисует у нас Лыткаринский. КМЗ. Плоский профиль выключен, по кельвинам 5600. По времени у нас около ближе к 5 вечера, но солнце очень сильно жарит, и до заката еще далеко. То есть солнце довольно агрессивное. Далее здесь диафрагма только 2. Да, все правильно, диафрагма только 2. И, естественно, накинут у нас светофильтр ND. Это у нас КМЗ. Это Лыткаринский у нас. Диафрагма 2. Ничего не меняю. Делаю тесты только на максимально открытой. Смотрим резкость. Смотрим, как он себя ведет. Что у нас там получается в зонах нерезкости. Что у нас по цветам. Вот у нас бузина. Естественно, здесь вот у нас есть определенный пересвет. А вот это у нас КМЗ. Пытаюсь максимально сделать кадр похожим, но в любом случае идеального соответствия нету, потому что я двигаю камеру, двигаю объектив, немного где-то что-то там уходит влево, вправо, снимаю фильтр, надеваю, точно так же эти все переходники кручу и так далее, и так далее. Поэтому кадр пытаюсь выставить максимально тот, максимально один в один. Лыткаринский, точно так же пробуем перевести фокус. Угу. Диафрагма тоже только 2. И переводим фокус обратно. На нем из-за смазки это делать, конечно, тяжелее. Но возможно. КМЗ. Пробуем перевести фокус. Немного тяжеловато. И вот у нас перевод фокуса. Все это на диафрагме 2, только на максимально открытой. Вот у нас резкость. И давайте обратно. Переводим фокус. Угу. Вот у нас на листиках. Лыткаринский. Диафрагму мы не меняем, у нас 2. И вот мы здесь ищем какой-то красивый, симпатичный свет. Они любят свет, они для этого были созданы. В этом их как бы и несовершенство, и красота. Вот свет нужно искать, они не сделают за тебя всю работу. Но получается очень душевно и атмосферно. Давайте пробовать. КМЗ дает более прохладную картинку у нас. И более такую, что ли, она. Вот, мы вышли на дверь. Она какая-то, я бы так это назвал, более предсказуемая все-таки. Эта картинка. Свет, конечно, начинает уже немножко меняться. И вот здесь у нас уже Лыткаринский Юпитер 9. Точно так же, абсолютно одинаковые условия. Диафрагма 2, 5600 Кельвин. Светофильтр тот же самый. КМЗ. Версия от КМЗ. Точно так же 5600, ничего не меняю. Диафрагма только 2. И сейчас будем смотреть, какая картинка у нас Лыткаринского. Это у нас Лыткаринский. Точно так же те же настройки. У нас диафрагма 2. Где-то могу немножечко фокус не ловить. Но я думаю, что сейчас все в порядке с фокусом. Книга не в фокусе, ну понятно почему. Потому что грипп у нас маленький. КМЗ. Вот так. При ровно таких же условиях у нас рисует КМЗ. Диафрагма 2. Ничего не менял. 5600 по кельвинам. Пока на холодный дневной свет. И вот так у нас рисует КМЗ. Естественно, немножко может быть где-то какой-то вылет из фокуса, потому что
максимально открыто. Ради прикола эксперимента, я знаю, что тест нечистый, выставил, это лид каринский, выставил автоматический баланс белого. Вот такой у нас рисунок. Это вот при выставленном отбитом или по карте серого. Ну вот автоматически вот выставила камеру. Но опять же, оно в реальном времени может меняться. Баланс белого. Ну то есть вот так у нас получается при балансе белого выставленном. Это я о том, что на самом-то деле камеры без проблем справляются. Все это выставляется, отбивается по белому или по серому. И все у нас красивая картинка становится. Но мы сейчас немножко не об этом. А вот у нас автоматический баланс белого на КМЗ. То есть я ничего не двигал, просто поменял оптику. Все один в один, диафрагма у нас 2. Ну вот баланс белого на автомате. Ну что ты, катан. Побудь моделькой немножко, да? Соплюнь. Такой думает, да вы задолбали. Вот у нас, единственное, только немножко сейчас темнее уже стало. Чуть-чуть открою фильтр. Чуть-чуть, вот. Вот так. И вот у нас баланс белого на КМЗ. Я же говорю, эти объективы, они такие творческие. Это лид каринский. Ну вот, контровой свет. Я как-то немножко ушел от этого блика. Вот у нас травка. Тоже атмосферно. Это у нас в контровом свете. Возьмите, вот какой блик у нас получился. Трава в контровом свете. Это КМЗ. Точно так же. Ну, в контровом свете будем же когда-то работать с вами, да? Будем. Точно так же все. Лид каринский. Давайте просто наберем каких-то атмосферных кадров. Вот вам постап деревенский. Творчески поработаем, просто наберем каких-то красивых кадров. Его расфокус, его эти кружочки. Кто-то ругает, кто-то хвалит, говорит, они оригинальные. Не такие, как у КМЗ. Красиво. Как по мне, да. Можно ли что-то сделать атмосферное с этим? Конечно, можно. Можно ли использовать для создания какого-то эффекта, смысла или погружения? Конечно, можно. Давайте немного поиграем фокусом. Конечно, колесо у нас ходит так себе, но нужно поработать, возможно, оно разработается. Я вижу, что резкость у него в порядке, по крайней мере, если судить не на большом экране, вот на этом маленьком мониторчике камеры. У меня Sony A7 III без модов. Какая была, такую и использую. Но опять же, это все лид каринский, набираю какие-то атмосферные кадры. Можно ли им пользоваться, можно ли из него что-то вытягивать интересное, любопытное. Ну, как по мне, вполне симпотно. Давайте фокус. И фокус. Ну вот у нас с фокусом все в порядке. Вот уже солнце идет потихоньку к закату. Но свет симпатичный. Точно так же набираю красивые атмосферные кадры. Сейчас не беспокоюсь. Просто небольшую нарезку сделаю. Да, кися? Кс-кс-кс. Ой, какая... О, полезла. Ну что ж, давайте сделаем какие-то выводы. Дело уже идет к вечеру, нужно это все попытаться успеть смонтировать и выложить вовремя. По поводу просветления, сейчас оно вот такое вот красивое. Вот, посмотрите, какое красивое. Где-то оно темно-малиновое, где-то оно уходит в фиолетовые цвета, где-то оно, вот как я и сказал, вот такое темно-темно-голубое, любопытное. Но вот, сейчас я даже, вот сейчас оно прям... такое синее, я бы даже сказал, синее просветление. Стоит ли гнаться за таким просветлением? Нет, ни в коем случае не стоит, потому что да в этом нет никакой необходимости, нет никакой, не знаю, каких-то понтов, плюс оно теплит. Теплит, не знаю, на сколько кельвинов, ну, сотни на 2, наверное, кельвинов оно теплит, а может быть и на 3. То есть постоянно нужно будет отбиваться или по балансу белого, или по карте серого, белого, или вручную по кельвинам немножко крутить. Это как бы дополнительный геморрой. Но если это все дело как бы опустить, то объектив классный. Действительно классный, потому что он резкий. Прямо с открытой он резкий. Мне это очень сильно пришлось по душе.
Вот, и, ну, наверное, это еще из-за того, что он серебристый, ранний, потом они будут только хуже. Как бы то ни было, это полностью рабочий объектив в целом. Если я еще найду более легкую смазку и пересмажу, и оно будет отлично крутиться, потому что пальцем тяжело, то это будет полностью рабочий объектив. Но уже на данный момент мне все это пришлось по душе. Поэтому, если у вас есть возможности, подкупайте эти объективы. Особенно серебристый, все равно у них качество было лучше. Кстати, еще вопрос чернения линз качественно, он остался открытым. То есть, возможно, я еще сбоку зачерню линзы, и будет вообще огонь. Как бы то ни было, спасибо за просмотры. Я знаю, что этот объектив точно актуален, я имею в виду его разборка. А если актуальна разборка, значит и люди хотят им пользоваться. Или как минимум содержать в хорошем порядке. Поэтому спасибо за просмотры. Увидимся за разборками, тестами, ну и съемками на интересные объективы. Всем спасибо.